Зубные виниры. Зачем их ставят, кому подходят и сколько стоят? Что такое виниры? Какие бывают виды виниров и как долго они служат? Какие у виниров цели и какие противопоказания? И еще много-много вопросов, которые мы рассмотрим в данном обзоре. Будет интересно, смотрите до конца. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Здоровые зубы не всегда имеют приятный оттенок белого цвета и правильную форму. А еще они могут достаточно неровно стоять в зубном ряду. Это, конечно, дефекты, но они смущают, конечно же, далеко не всех. Но есть среди нас активные люди молодого и среднего возраста, которые все-таки испытывают дискомфорт от неидеальности своей улыбки. Для решения подобных проблем эстетическая стоматология использует зубные виниры. Скажем сразу, зубные виниры позволяют сделать улыбку идеальной. Мы уже делали обзор про 5 секретов голливудской улыбки. Там тоже много интересного. Посмотрите обязательно. Ну а мы возвращаемся к винирам. Что же это такое? Винир – это микропротез, который визуально улучшает форму и цвет зуба и даже его воссоздает. Конструктивно винир представляет из себя тонкую пластинку, закрывающую переднюю и боковые поверхности естественной коронки, а также ее режущий край. В этом состоит его основное отличие от искусственного коронковидного протеза, который покрывает надесневую часть зуба целиком. Виниры – это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов. С какими целями стоматологи используют виниры? Эти ортопедические конструкции прежде всего выполняют эстетическую функцию. Они устраняют все визуальные дефекты зубов, укорочение и удлинение зубов. Клиновидные дефекты – пятна, вызванные эрозией эмали, флюорозом или приемом антибиотиков. Нарушение цвета эмали, которое нельзя исправить отбеливанием. Сколы и неровные участки на поверхности зуба. Диастемы и тремы, широкие межзубные промежутки. Стоит также отметить, что в некоторых случаях с помощью эстетической накладки можно также визуально исправить положение отдельных единиц зубного ряда. Например, немного повернуть резец или клык вокруг оси, чтобы придать ему правильную позицию в зубном ряду. Но в целом, для решения ортодонтических, связанных с неправильным прикусом проблем, специалисты все же используют брекеты. Есть ли противопоказания к винирингу? Виниры нельзя устанавливать в следующих клинических ситуациях. Повышенная стираемость зубов, так называемый бруксизм, разрушение более чем половины зубной коронки. Недостаточный объем эмали, из-за этого затрудняется фиксация накладок. Отсутствие большого количества моляров и премоляров, жевательных единиц. Некоторые виды патологии прикуса. Установить все противопоказания к применению этого метода может врач-стоматолог после полного обследования органов полости рта, а самостоятельные решения принимать попросту не стоит. Себе дороже выйдет. Какие виды виниров применяют в эстетической стоматологии? В зависимости от материала изготовления виниры делятся на 3 вида. Керамические. Изготавливаются из керамической массы, им-экспресс, или непрессованной керамики. Керамические виниры отличаются очень высокой степенью прочности фиксации на зубах, с которыми после установки фактически образуют единую систему, единый объем, монолит. Виниры из непрессованной керамики выглядят максимально натурально, но они более хрупкие, поэтому по времени служат меньше. Второй вид – это виниры циркониевые. Считаются наиболее прочными из всех накладок на зубы. Изготавливаются из диоксида циркония, сверху покрываются керамикой. Минусом является менее надежное сцепление с эмалью, при котором отсутствует монолитная связь. И на 3-м месте – композитные. Композитные виниры изготавливаются из пломбировочных материалов, в лаборатории или прямым способом, то есть в полости рта пациента. Такие реставрации самые доступные по цене, но дают не всегда предсказуемый результат, быстро теряют блеск и цвет, требуют регулярного шлифования и полирования. Как устанавливают виниры на зубы? Перед установкой стоматолог подготавливает зубы. Процедура эта обязательная, как и при имплантации. При необходимости лечит кариес, меняет старые пломбы, оценивает состояние депульпированных каналов. Также до проведения эстетической коррекции может понадобиться хирургическое лечение, например, для устранения дефектов десны. Эти процедуры обязательны, и ни один уважающий себя стоматолог без предварительной подготовки полости рта не возьмется за столь серьезную операцию. Непосредственно установка керамических или циркониевых виниров проходит в несколько этапов. Выбор цвета будущих реставраций. Цвет виниров подбирать следует очень трепетно.
Врач-стоматолог использует для этого специальную шкалу. В процессе подбора оттенка специалист беседует с пациентом, выслушивает его пожелания и помогает правильно выбрать цвет. На этом же этапе может проводиться сканирование зубов или получение слепков, которые будут использованы для цифрового моделирования улыбки. Помните, что при неправильном подборе цветовой гаммы вы в итоге можете получить не красоту, а нелепость. Далее идет примерка макета. Еще до начала изготовления стоматолог может предоставить пациенту возможность оценить, как будут выглядеть его обновленные зубы. При наличии пожеланий к изменению формы или размера виниров прямо на месте вносятся корректировки. Следующий этап начинается только после того, как пациент дал согласие. Иначе стоматолог просто не может продолжать свою работу по приданию красоты вашей улыбке. После примерки макета идет препарирование. Сейчас поясним подробнее. Для установки винира необходимо снять тонкий слой эмали, не более 0,2-0,6 мм. Препарированию подвергают лицевые, контактные поверхности и режущие края зубов. Эта процедура проводится под анестезией. После препарирования следует снятие контрольных слепков. Врач направляет полученные слепки, или сканы, в зуботехническую лабораторию, где на их основе изготовят постоянные виниры. Обточенные зубы защищают временными накладками из пластика. Все идет строго пошагово. Следующий шаг – лабораторный этап. Изготовление микропротезов в лаборатории может занимать от нескольких дней до 2 недель. Длительность этого этапа зависит от вида применяемых накладок и загруженности лаборатории. Технологии для изготовления используются разные, и при использовании самых современных технологий эта процедура может занять всего 1 день. Заключительный этап – фиксация. На завершающем приеме стоматолог сначала снимает временные конструкции и на обработанную антисептиком и высушенную поверхность зубов наносит стоматологический клей. Им же покрывает накладки изнутри, приклеивает их к зубам и засвечивает специальной лампой для полимеризации. Все технично и профессионально. Но есть еще и другие очень важные вопросы, которые необходимо учесть. Как выбрать виниры? Для бюджетной эстетической коррекции 1-2 зубов можно выбрать композитные накладки. Стоматолог может подобрать их цвет точно в тон с соседними зубами. Такая реставрация обойдется недорого, но важно понимать, что у нее есть и недостатки. Композитные виниры значительно уступают керамическим и циркониевым в эстетичности и надежности. Они легко впитывают пищевые красители и со временем, как вы понимаете, меняют оттенок. Если требуется освежить зону улыбки, лучше выбирать виниры из керамики или циркония. Эти материалы дают возможность создавать реставрации, которые выглядят так же естественно, как натуральная эмаль. Они не тускнеют со временем и при правильном уходе сохраняют цвет в течение всего срока службы. Зубы с винирами выглядят так же, как и настоящие. Так стоит ли экономить на красоте? И постепенно мы переходим к не менее волнующим вопросам. Во сколько обойдется установка одного винира? Стоимость микропротеза зависит от материала изготовления, применяемой технологии и ценовой политики стоматологической клиники. Самые недорогие – это композитные накладки. Мы уже говорили об их качестве и долговечности немного ранее. Виниры из непрессованной керамики стоят немного дороже, но там есть за что платить. Самыми дорогими считаются циркониевые. Для изготовления используются качественные полупрозрачные блоки диоксида циркония. В стоимость винира, как правило, входят препарирование зуба, снятие слепков, изготовление и фиксация, поэтому в цену опытные специалисты закладывают стоимость целого процесса. Следующий вопрос очень важный. Как долго служат зубные виниры? Виниры из прессованной керамики и циркония прочнее эмали в несколько раз. Поэтому они устойчивы к износу и служат около 15-20 лет, а порой неограниченно долго. То есть нижняя планка – это 15 лет, а верхней просто нет. Отдельно заметим, что шлифовать и полировать поверхности таких микропротезов не нужно. А вот композитные виниры служат столько же, сколько и обычные пломбы, то есть около 3 лет. Чтобы дольше сохранить внешний вид отреставрированных зубов, необходимо раз в 3-5 месяцев полировать их у стоматолога. Срок службы зависит от типа установленных виниров. Мы рассмотрели основополагающие вопросы, но есть еще масса других вопросов, которые чаще всего задают сами пациенты, и их будет интересно узнать. Итак, какие еще вопросы задают пациенты? Можно ли установить виниры на все зубы? Скажем сразу, да. Эти тонкие эстетические накладки при наличии показаний можно применять для коррекции формы и цвета любого количества зубов. Но вот только реставрировать ими весь ряд целиком не всегда рационально. Поэтому чаще всего виниры используют для установки в зоне улыбки, в которую входят по 6-10 зубов нижней и верхней челюсти. Можно ли устанавливать виниры спортсмену? Спортсменам виниры не противопоказаны, однако срок службы таких реставраций будет зависеть от соблюдения мер предосторожности.
Стоит помнить, что поднятие тяжелого веса всегда сопровождается высоким напряжением лицевых мышц. Нет, виниры не слетят, но со временем, конечно же, их хватка ослабится. Если ваши тренировки и соревнования связаны с риском повреждения зубов, необходимо пользоваться защитными капами. Сложно ли привыкнуть к винирам? Особенности периода адаптации к этим микропротезам зависят от степени проведенной коррекции. Например, если ваши новые зубы значительно крупнее прежних, это может сказаться на дикции. Но такие проблемы уходят в течение 3-4 недель. В остальных случаях адаптация протекает легко и быстро, так как накладки покрывают лишь только лицевую часть зуба и, соответственно, процесс привыкания занимает небольшой период времени. Насколько прочно держатся виниры на зубах? Про спортсменов и поднятие тяжестей мы сказали, но и неспортивным людям нужно знать, что зубы, покрытые винирами, надо беречь. Не стоит колоть ими орехи, откусывать нити, грызть семечки и кости. При бережном обращении эстетические накладки не отклеятся. Лучше всего на зубах держатся керамические виниры, которые образуют с эмалью, как мы уже говорили, единую структуру. Условием качественной фиксации становится также соблюдение требований технологии при изготовлении и установке. Будут ли мои зубы выглядеть естественно после такой реставрации? Это зависит от того, насколько правильно выбран оттенок виниров. Например, самый яркий белый цвет у человека со светлой кожей может смотреться естественно, а у смуглолицего – вызывающе. Есть и другие нюансы, которые следует учитывать. Помните, мы говорили про важность подбора цветовой гаммы? Поэтому для естественной красоты будущей улыбки важно выбрать опытного специалиста в области виниринга и прислушаться к его рекомендациям. Как ухаживать за винирами? Виниры, как и собственные зубы, надо чистить 2 раза в день, но использовать для этого щетку с мягкими щетинками, чтобы не поцарапать гладкие поверхности накладок. Зубные пасты не должны содержать абразивных веществ. Флоссы и ёршики также можно применять, но осторожно, чтобы не повредить виниры. А вот для очистки межзубных промежутков лучше приобрести ирригатор, потому что водная струя, подаваемая под давлением, более эффективно удаляет налет из труднодоступных мест, не нанося вреда установленным микропротезам. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!